Агент Эриксон, ФБР. Агент Эриксон, 38 лет. Настоящее имя Тони Эриксон. Все знают, что существует плохой и хороший коп. Агент Эриксон – человек, которого боятся не только преступники, его боятся плохой и хороший коп. Эриксону плевать на жертвы в достижении своей цели. Однако 99% успешных операций не дают усомниться в способностях Эриксона. Начальство оценивает Эриксона как 10 оперативников ФБР в одном лице. Самая результативная операция Эриксона была при штурме логова террористической организации, в результате чего Эриксоном было нейтрализовано 62 вооруженных лица и арестовано 5 лиц. Как Эриксон проводит допросы, остается только догадываться, так как его прикрывает начальство. Ни в коем случае не пытайся разозлить Эриксона. Особенности: вспыльчивый, агрессивный подход к делу, опыт вождения выше среднего, происхождение США. Вкратце, что удалось выяснить? Во время угона камеры не работали по всему штату. Подозреваемый крайне хорошо управлял автомобилем. К сожалению, даже сержант Кусь не смогла остановить подозреваемого. Следы ведут к аэропорту. Информация о вылетах и прилетах отсутствует. Что по свидетелям? Никто ничего подозрительного не видел. Интересно. Пока я буду наблюдать со стороны, делайте, что считаете нужным. Давай, скорей, погнали! Чарли 654 запрашивает подмогу. Все, кто свободен, присоединитесь к погоне. У нас ограбление. 1072. Четверо подозреваемых на черном. Гаврил Эч Сириас. Прием. Это диспетчер Чарли 654. Как слышите? Чарли 654. Слышу хорошо. Прием. У нас 1085. Крупная авария с массовыми жертвами. Все экипажи заняты. Как поняли? 10-4. Продолжаю преследование. Ну что ж, повеселимся. ФБР присоединяется к погоне, как слышите? 10-4-7. Машина в хлам. Погоню продолжать не могу. Последний раз подозреваемый двигался по шоссе. Конец связи. А вот и наш подозреваемый. Ну все. Подозреваемые. Что ж я... Подозреваемые. Ух. Почти ДТП. Он еле увернулся. Едет по встречке, эта зараза. Опасно. Очень опасно. Ну, правда, не так опасно, потому что я трафик могу поставить могу. Вот, но все равно опасно. Опасно он едет прям по встречке. Слушай. Я его еле догнал, вот только на повороте. Все, давай. Ух. Это было красиво. Это было красиво. Слушай, вот это было бы в концовку хорошо. Но мы только начали, а значит... Всем привет, на связи Jackson Gamer. Это BeamNG Drive Stories. Вы уже, наверное, познакомились с персонажем. Но, собственно говоря, сегодня мы будем ловить грабителей. Вот так вот, да. Давай восстановим всех, потому что это не дело. Это закончилось слишком быстро все. Так. Включаем обязательно сирену. Не думал я, что так быстро закончится, но зато начало красивое получилось. Куда ты едешь? Вот, блин, падла. Надеюсь, я подвеску не повредил. Нормально. Нормально, едем хорошо. Просто она заднеприводная, я... Ух ты, колесо потерял сразу же. А чего ты такой неманевренный? О, смотри-ка. Они еще специально, что ли, пытаются остановить его? Я просто не понимаю, почему трафик вылетает прямо на нарушителя. Они специально это делают или как? Слушай, смотри, он на 3 колесах, и при этом я его догнать не могу. Блин. Какой же ты, зараза. Куда ты продолжаешь движение? Ну-ка, остановился. Остановись, я сказал. Слышишь ты, успокойся. Ты посмотри, а. Он на 3 колесах быстрее, чем наш агент Эриксон. Ну-ка, остановись.
Ну что ж, ладно. Блин, тяжелый, надо было поэффективнее. Ой. Он урезался. Ага, понял. Недолго. Недолго. Не особо помогло ему это. А трафик... Что? Почему трафик дальше поехал? ДТП же произошло. Ты чё? Или ты мстить поехал? Интересно, кстати, трафик обучен мстить. А. Кому-то он не тому отомстил, конечно. Но смотри-ка. Он сразу же в первые секунды врезался, но при этом на 3 колесах уезжает. Уезжает даже лучше, чем... Ну нет, здесь он уже приехал. Здесь он уже прям 100% приехал. Все. Тут ты уже продолжать свой путь не сможешь. Ладно. Это было интересно. Но нужно интереснее. Агент Эриксон, он такой. Вы уже знаете про него. Опять снова только начали, уже авария произошла. Ну-ка, останавливайтесь. Куда ты выруливаешь? Алло, ты, по-моему, персонажами перепутал. Ты понимаешь, что я даже не персонаж, по сути. Просто событие очередное. Ты персонаж у другого человека, но не у меня. А ведет себя как именно тот самый персонаж. Я думаю, вы знаете, да? Какой персонаж так себя ведет? И у кого? Блин, он же сейчас в трафик врежется. В итоге врезался я. Трафик, спасибо, что ты вывернул. Тут, правда, моя ошибка, потому что трафик начал выворачивать по пути моего следования. Ну, то есть в другую сторону. А я резко передумал и вылетел как раз на трафик. Что тут моя была вина. Тут не трафик виноват. Но порой, конечно, они вылетают вообще в непонятную сторону. Куда ты? Останавливайся. Блин, а? Все? У него, похоже, серьезное повреждение. Ну да, слушай. Не повезло тебе. Не повезло, слушай. Ну куда ты дальше едешь? Тихо-тихо, там трафик. Ладно. Ему нужно давать очень много шансов, потому что он такой. Он начинает сразу же врезаться. Дадим тебе небольшую фору. Пока я включаю сирены. Хотя ему фора не нужна у него. Если он по трафику не попадет, то он... Да куда ты? Трафик твою налево. Ну что за... О, он перевернулся. Не, ну вот что за человеки? Что за человеки сидят в этом фургоне? Ну, нельзя, что ли, трафик не цеплять сразу же на старте. Я понимаю, что встречка, но все-таки трафик не так быстро едет. Трафик-то соблюдает скоростной режим. Ты-то почему не можешь? Ну, трафик твою налево. Куда ты по пути моего следования выворачиваешь? Я же сейчас не резко выскочил. Я ехал справа от него. А он, слушай, блин, у него очень мощная тачка. Он прям ускакал далеко. Эта серия будет недолгой. Это у нас все-таки знакомство с персонажем. Ну-ка, 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 ну-ка. Подожди. Ой, ё-моё, надо было... Ух ты, ух ты! Офигеть! Вот это было неплохо так. Вот это было хорошо. Все, у него сколько там колес нет? Подожди, а у нас что? А у нас... По-моему, я колесо заживал, да, и оно под днище у меня. Я на днище сел. А все нормально. Все нормально, мы выбрались. Смотри-ка, он... Сколько у тебя колес? Ну-ка, подожди, сколько у тебя колес? Раз.
И... Два колеса у тебя осталось. И пытаешься до сих пор выбраться. При всем при этом... У тебя... Нет управления над машиной, но ты все еще пытаешься. Ладно. Ладно. И все же, давай его остановим. Красиво так, хорошо. И закончим на эту серию. На этом серию. Потому что, ну, Тони Эриксон, знаешь, он такой агент Эриксон. Он не любит долго возиться с нарушителями. Тем более, если какой-то случайный вызов поступил. Случайный, экстренный вызов. А еще ему не особо нравятся гражданские, потому что они вот так вот поступают. Зачем нужно было выскакивать, а? Благо мы только дверь повредили. Это Эриксону несложно будет объяснить, что он делает. И скажи, что ты... И он дальше продолжит. Не, ну ты посмотри, что такое. Что за неудачные грабители? Вам нужно было водителя получше выбирать. Когда я уже успел подвеску повредить? Я, что ли, когда заезжал... Проезжал через топлаты, что ли? Подвеску повредил. Потому что, ну, я чуть-чуть зацепился правой стороной. Но я не думал, что я там прям подвеску. Слушай, мне кажется, все-таки порой трафик помогает останавливать. Потому что, посмотри, ну, почему он вдруг неожиданно вырулил на нарушителей? Непонятно. Ну-ка, останавливайтесь, все. Без лишних движений. Остановись, говорю. Все, стоять. Ладно, придется применить силу. Стоять! Грабители, блин. Сраные. Стоять! Куда ты собрался? Извиняюсь, трафик, но не до вас. Давай, заднюю включай. Куда ты разворачиваешься? Ты дурак? Вот ты и попался. Вот ты и попался. Не, вам нужно было лучше водителя выбирать. Давай еще раз. Вот, все. Крайний раз, как будет, так и закончим. Давай. Блин, как всегда, начало самое интересное. Начало было самое интересное, на этом было бы действительно круто закончить серию. Но нет. Бинго решила иначе. Останавливайся. Давай попробуем его в крыло. Ну нет, ему в принципе все равно. Так, трафик, ну-ка в сторону. Опа, спасибо, трафик. Спасибо, трафик. Вот это ты помог, конечно. О, стой. Ну-ка, стой. Все, он на чем-то застрял. На что-то он сел. Ладно, давай. Ай, я не могу же так закончить. Вот и я думаю, что не могу. Поэтому давай, нужно красиво его остановить. Давай. Опять в трафик врезался? Ну так, по касательной, похоже, зацепил его. Ну-ка, останавливайся. Опа, мы его прям в трафик направили. Я тут не специально.
Давай, вперед, поехали. Дверь это лишняя. Хотел об трафик дверь снять, но не получилось. Ладно. Это такой легко меняющаяся деталь. Легко ее заменить. Останавливайся, все. Сейчас же опять не поедет через пункт. Ну, а я про что? Водитель просто неудачный. Я еще врезался к тому же. Надо было остановиться перед ним. Ладно. Это, ну, не пойдет, не пойдет. Все, давай, останавливайся. Ух ты, он там прям выворачивает в этот раз. Но, по-моему, все равно зацепил трафик, да? Он как-то очень странно едет. Куда ты едешь? Куда ты едешь? Прям на трафик. Вот ты придурок-то. Смотри-ка, и на колеса встал. Не. Ты прям, ну... непробиваемый, да? Хорошо. Хорошо, я тебя понял. Значит, хочешь, чтобы я тебя остановил прям красиво? Ладно, будет тебе красиво. Будет тебе красиво. Все. Ты надоел агенту Эриксону. Ну, как надоел? По сути, по сюжету, конечно, мы только начали погоню, да? Но по ролику ты уже надоел. У него преимущество просто огромное в скорости. Ты посмотри, он уходит. Вот он трафик не задевает, и он уходит. О, там маленькая точка буквально. Ну как, маленькая, жирная такая точка. Куда он? А он повернул. Так, тихо. Он в город уходит. Воу. ДТП, слушай. Вот это было красиво. Вот это было красиво. Я думаю, на этом мы и закончим, наверное, да? Пожалуй, отверну регистратор. Не нужно ему это видеть. Морды в капот! А ты еще раз дернешься, следующий выстрел будет непредупредительным. Приветствую. Да, кто это? Хотел сказать, что журавль распахнул крылья. Понял, слушаю вас. Тень, тобой заинтересовалась ФБР. Тебе нужно залечь на дно, а я помогу тебе с этим. Заодно поработаешь пока на меня.